Привет, мои дорогие девочки. У нас сегодня такой вот небольшой расклад будет болталка на тему из ваших комментариев. Написала Ирина. Леночка, дорогая, сделайте, пожалуйста, расклад. Ситуация на работе, очень нужно увольняться или нет. И мы сейчас вот просто посмотрим, кто, у кого такой вопрос стоит, увольняться или не увольняться, уходить ли с работы или не уходить. Вот именно один у нас будет расклад общий. То есть мы посмотрим, вот какая сейчас ситуация при таком вопросе. Если у вас на такой вот вопрос в голове возник, увольняться вам или не увольняться, и вы вот задумываетесь над этим, какие-то ситуации на работе возникают, давайте вот посмотрим, да, что сейчас делать. Этот расклад, он без вариантов будет, мы просто сейчас посмотрим для тех, кто страдает вот таким вот вопросом. Так, карта твоя, ты на работе сейчас. Рыцарь Хазардов выпал. Ты сейчас вот в реально в недоумении, надо оно тебе или не надо, твоя это работа, не твоя это работа, да. Ты больше склоняешься даже к какому-то негативу, очень хочется поменять место работы, да, твое. И причем, знаешь, ты уже прямо как на пороге стоишь, повернувшись к двери, вот хочется тебе, да, одна нога тут, одна да, там. То есть вопрос такой действительно стоит. Увольняться ли тебе прямо сейчас или подождать? Четверка хазардов. Пока тебе еще некуда идти. Четверка хазардов, то есть это говорит о том, что вот у тебя нету еще такого вот прям, знаешь, понимания того, куда ты уйдешь, если ты бросишь эту работу. Такого, знаешь, неизведанный путь, и, конечно, он немножко страшит тебя. Четверка мечей. Четверка мечей это тоже такой вот перекресток, но он негативный такой. То есть желательно вообще, если уходить даже с работы сейчас, девочки, да, можно уходить в никуда. Нежелательно. Вот сейчас, в данный момент времени, когда вы выбрали этот расклад, когда мы его сейчас делаем, да, тебе надо, если и увольняться, то знать, куда ты пойдешь, чем ты будешь заниматься. Это может быть и твое ремесло, это может быть другая работа, это может быть все что угодно, но у тебя должен быть четкий план, какая-то новая твоя деятельность, с которой ты, как знаешь, с одного аквариума попадаешь в другой. Уходить в никуда — это не вариант. Просто увольняться в никуда и потом вот, дома посидеть, жуя вот эти негативные чувства, что я вот уволилась, а что меня дальше ждет, оно тебя больше так вот просадит вниз. И ты как-то вот, знаешь, будешь в негативе, вот если возьмешь и просто так и уволишься. Что бы я посоветовала, девочки, при таких картах, которые вам сейчас выпали, да? Не увольняться с работы, ходя на работу, выполняя свои эти должностные обязанности, нравится вам, не нравится. Вот смотрите, работа сама по себе, она и неплохая, нормальная работа, да, но она не приносит вам удовлетворения. Может быть, и люди вокруг вас, те, которые вам не нравятся, да, такие, может, козни какие-то строят там или еще что-то. Я бы не сказала, что эта работа прям в напряг идет, что вы там спину не разгибаете, аж нет, тут больше какого-то волнения, тревоги внутри вас идет, да, и это накопилось. Тут желательно вот в ближайшее время просто, знаете как, если вы очень в тревоге какой-то, можете попить таблетки успокаивающие, да, чтобы какой-то график, режим дня у вас больше был, чтобы вы ночью высыпались, утром шли довольно на работу. Если вот прям какая-то очень сильная тревога, панические атаки, да, тут можно даже не к психологу, а именно к психотерапевту пойти, сказать психотерапевту записаться, да, и он в зависимости от того, какие вы там чувства тревожности, волнения испытываете, подбирают такие даже безрецептурные препараты для того, чтобы вы не волновались. Я, например, знаю Адаптол, да. Можно даже просто Корвалол. Корвалол тоже, такой, это не седативное, когда вы прям хотите спать, да, но вот так вот убирает вот эти чувства волнения, тревоги и непоняток каких-то. А у вас как раз таки выпали эти волнения, тревоги и непонятки. Понимаете? И тут получается
Уходить в никуда не надо. Надо привести себя вот в такое вот состояние нормальности, скажем так, да. Все плохое, оно всегда когда-то заканчивается. Все вот эти игноры, расстановка, рандомы, в этих вот, знаете, должностей, какие-то плохие отношения, они потом заканчиваются, девочки. Оно не может длиться вечно. И вам желательно привести себя вот в такое нормальное, спокойное состояние и в то же время вот выполнять свои, ну, рабочие обязанности, как вы выполняете. Не надо там, знаете, из себя выходить, рвать пятую точку для того, чтобы там выслужиться и все остальное. Нет, ровно работайте и все остальное, понимаете? Даже если кто-то будет угрожать вам, что вас уволят, там, то, что ты это не делаешь, то не делаешь, вы по со своим, знаете, у всех есть должностные инструкции, да, устав, должностные инструкции, которые вы соблюдаете. Что-то большее, ну и уволят вас. И, в принципе, вы этого хотели, но само вот это чувство, да, что вас увольняют, не очень, да. Причем эти сокращения, оно бывает, девочки. Никто, прикиньте, если вы будете на одном работе работать 30 лет, оно вам надо. Это не жизнь не видел ничего. Поэтому никогда не бойтесь этих увольнений. Не бойтесь, девочки. Даже если вас там где-то уволят. У меня очень много знакомых, которые даже и по статье увольняли. И что, вы думаете, у кого-то жизнь кончилась? Нет, все живут и нормально. Некоторые очень даже припеваючи. И хотя в трудовой книжке такие не очень хорошие надписи. Зато кайфуют от жизни. Поэтому увольнения вообще не бойтесь. Но в данном случае желательно, чтобы вы уже вот просто, вот если вы уже собрались за дверь, как говорится, да, вы должны знать, куда вы пойдете за этой дверью. Не просто же вы полетите как муха непонятно куда, правильно? Вам надо знать, куда вам дальше идти, куда вам двигаться. Поэтому желательно, чтобы у вас все-таки был какой-то, какая-то работа, подработка, на которую вы можете выходить, даже потеряв вот эту работу, про которую, на которую вы смотрите. То есть какой тут совет идет от карт? Не увольняйтесь, девочки, до тех пор, пока не будете уверены, что вы останетесь на хорошем плаву, даже после этого увольнения. Понимаете? Если вас уволят, вы за это тоже можете не переживать. Вот желательно, чтобы вы вышли с этого состояния нервотрепки, тревоги, э, э, каких-то таких, знаете, тремора даже какого-то. Давайте посмотрим, а что будет, если вы уйдете? Давайте заглянем в ваше будущее. Ха! Четверка кубков. Смотрите, вот сейчас вы выпали в четверке хазардов в темном перекрестке, четверка мечей, мечевой перекресток. И мы гадаем, что же у вас будет, когда вы уволитесь. Четверка кубков, девочки. Хороший путь, золотая дорожка, нормальная, хорошая, хорошие люди. Все у вас будет хорошо. Причем, знаете, всему вот это свое время. Вы не уйдете в никуда. Вы уйдете на лучшую свою дорогу. Вы уйдете в лучший свой путь, понимаете? И в лучшую работу, в лучшую должность, в лучшие деньги какие-то. Вы получите тот комфорт в будущем, которого сейчас у вас нету. Давайте еще посмотрим, увольняться ли сейчас с работы или нет. Король хазардов, паж хазардов, правосудие. Короче, и еще такой вот момент. Знаете, почему вот эта вся ситуация на работе, вот то, что вы думаете, увольняться или нет, она связана вообще-то с человеческой жадностью. И даже не вашей, да. Дело в том, что там где-то в каких-то ваших колуарах, ваших каких-то отношений, коллег, там люди дерутся из-за жадности какой-то, да. Вы можете это не замечать, это может быть в договорах, это может быть в бумагах, может быть, вы много что еще не знаете о той работе, на которой работаете, потому что там вот человеческая жадность, да. Там собаки бьются за какую-то, скажем так, кость. Вот эта кость в тузе мечей, костей выпала. Правосудие, старший аркан выпал, да. Бьются, а я вам даже скажу, кто. Начальство и человек, который не может выполнять какую-то работу. Кто-то тупой, Паш выпал, Паш Хазардов, который там интриги, вранье,
путает, путает людей, путает вообще всех, и там назревает какое-то такое выяснение отношений, и не в вас дело. Там кого-то будут, как говорится, гнать, увольнять с вашей работы кого-то другого. Это может быть и вор какой-то, да, вы просто вот видите вот эту вот всю фигню, которая у вас на работе творится, или чувствуете ее, и вам вот это вот все вы как-то очень близко принимаете к сердцу, хотя на самом деле оно вас не касается. Это там другой человек какой-то кашу заварил, и там ее и расхлебывает, и он будет это расхлебывать, вы не будете. Но когда вы эту работу смените, это по-любому, я вам скажу, но у вас будет жизнь намного краше, веселее, спокойнее, лучше, чем вот то состояние, в котором вы сейчас находитесь. Поэтому все, что сейчас от вас требуется, да, создайте свое красивое резюме, напишите вот прям красиво, да, развернуто, чтобы можно было его подогнать, например, под какие-то вакансии, под запросы, чтобы оно не просто такое стандартное было, да, а чтобы там какое-то творчество ваше проявилось в том резюме вашем, да, и берете и рассылаете. Мир должен узнать, что вам нужна новая работа. И этот мир, если вы кинете этот запрос, как говорится, он вам даст эту работу, понимаете? Можете в свободное время походить по собеседованиям каким-то, по интервью, да, сейчас модно называть это, просто присмотреться, не то, что там цепляться за каждого, а просто вот сходите, как побеседовать с новыми людьми, познакомиться, да, вот и все. Вот и все. Вы не будете работать на этой работе. У вас будет лучшая работа, чем сейчас, да. Просто, не надо уходить в никуда. Надо уходить вот сейчас, да, именно, как говорится, с одного корабля перепрыгивать на другой. Вот, такое вот гадание, дорогая Ирина и дорогие мои девочки. Кто сейчас думает, увольняться или нет, задумайтесь, пожалуйста. Все будет хорошо.